Принесите кошку. Вообще вот троллят, что от кошки нету зоофилы. Сейчас хоть собака может будет сегодня. И собаки нету. Что за... О, нет, есть. Все, собака есть. Давай снимать Шкоду. Всем привет из ателье Loud Sound. У нас сегодня обзор Шкоды, Октавии. Давненько у нас не было Шкоды. Последняя у нас РС, по-моему, синяя была, да? После этой не было Шкоды. Давненько было, посмотрите ее обзор. Это не РС, это просто турбовая 1.4 с чипом, да, по-моему, она. Из Владимирской области. Пригнал ее сюда владелец на установку трехполосного фронта и спаренных 10-дюймовых сабвуферов Урал, забегая вперед, я скажу. Примечательная инсталляция тем, что сохранен практически полностью штатный вид салона, не считая карт дверей. Пищалки расположились в штатных местах, осталась штатная магнитола, и через процессор подается сигнал на 3 усилителя: 4-канальник, 2-канальник и моноблок. В принципе, вот всю систему я вам сейчас описал. Давайте теперь поближе посмотрим на то, как выполнена работа, и я вам расскажу, как настроена аудиосистема, и включим немножечко, попробуем на микрофон записать. Конечно, вы полного понимания не получите, как эта аудиосистема звучит, но хотя бы приблизительно, может быть, поймете. Концепция здесь громкое качество, здесь не было цели там добиться какого-то нереально громкого звучания. Здесь достаточно умеренная громкость, при этом качество выведено в максимум, но, конечно, остается в рекомендациях замена штатного головного устройства на кастомное. Давайте теперь посмотрим ближе. С-под капота начнем? Начнем, да, с-под капота. Здесь мы установили предохранитель Kix на 200 ампер. Также наш любимый PV3 кабель. 50 квадратов клемм заменили. Покажи турбину. Турбина. И интеркулер. Вон, интеркулер там. Все, под капотом показали. В двери у нас расположился трехполосный фронт. Выглядит вот отсюда как накладной. Ну да, она здесь стыкуется с верхней частью обшивки. Ага. Обшивка состоит из 3 частей. А здесь у нас вот так заведено и полностью переход в штатку. Из этого подиум так гармонично вписался в обшивку дверей. В принципе, никак не портит и посадке не мешает, да, он не упирается. Бардачок открывается. Конечно, все работает, все открывается. Твиттер у нас расположился в штатных местах. Твиттеры у нас стоят P Audio 407N на неодимовом магните. От этого же производителя у нас стоят среднечастотники серии SN, такие же, как у меня в бэхе, только 6-дюймовые. И ферритовые Kings Audio серии TSR. Собственно, вот по обшивке все. Вот так у нас обшивка выглядит. И если мы переместимся в салон, увидим, что головных устройств дополнительных также никаких не стоит. Все разруливается со штатного головного устройства. Если закроем дверь, сейчас посмотрим. Никак подиум не мешает. А вообще, да, глубина обшивки полностью сохранилась? Конечно, да. То есть она такая и была? Так и штатная шла практически. Ну тут буквально подъем 5 миллиметров. Сзади у нас вот такая вот чистота и порядок. Сабвуферы расположились в коробе, который в свою очередь установлен на фальш-панели такой. Подиум небольшой. Подиум, да, можно назвать. И под ним уже прячется полностью вся аудиосистема. Под фальшью у нас располагается процессор Audison Bit10, который принимает сигнал со штатного головного устройства и раздает его на усилители. На среднечастотнике с мидбасами установлен 4-канальник Момо, мощности которого в принципе хватило, чтобы усилить сигнал без фанатизма, конечно, но цели и не стояло, там, чтобы убивало. 2-канальник на твиттере Cadence серии Zenith, тоже старичок такой, зарекомендовавший себя. И моноблок MFC 900.1 от Alphard питает 2 10-дюймовых
Урала. Силовой кабель, который приходит из-под капота с сечением 50 квадратов ПВ3, заходит в дистрибутор с предохранителями и разведен по усилителям с сечением 25 квадратов. Предлагаю переместиться в салон, мы посмотрим, как настроена аудиосистема, я вам покажу настройки Bittena. Головное устройство у нас осталось штатное, с него мы можем регулировать основные настройки звука, низкие частоты, средние, высокие, баланс фейдер и уровни громкости. Вот можно на AUX поставить среднюю, высокую. На высокой, если будет не хватать общей громкости аудиосистемы, можно будет ее поднять, но при этом у нас будет больше шумов с AUX. В принципе, на большой громкости их не будет. То есть есть запас по громкости. На магнитоле у нас больше ничего нет. Вот, можем включить радио или переключиться на AUX, USB и так далее. Задние у нас отключены. Можем подключить задние динамики, чтобы задним пассажирам было там комфортнее. Ну или если там владельцу понравится с подзвучкой задних слушать, можно будет слушать и с задними. Сейчас мы их отключили. С передних каналов у нас выведен сигнал на Audison Bittena. Сейчас мы вам основные настройки покажем. Твиттер у нас порезан на 7,5 кГц максимальным порядком, 24 дБ на октаву. Ну, это 4-й порядок. В некоторых процессорах есть и более развитый. Здесь 24 максимальный, им же и порезан. Громкость на твиттерах выставлена неравная, левый чуть-чуть приглушен. Это сделано потому, что я не совсем получалось выставить сцену. Вот, добился более правильного звучания на твиттерах с заглушением небольшим левой пищалки. Правая у нас задержана на 2,5 миллисекунды. По мидбасам немножко пришлось довести по эквалайзеру, неровно звучит. И должен сказать, что действительно лучше поменять голову. Но в принципе для штатной получилось очень хорошее звучание, мне очень нравится. И также правая сторона у нас задержана на 2,4 миллисекунды. Сабвуфер порезан 4-м порядком на 60 Гц. Уровень сабвуфера вот здесь убран в минус 7,5. И его можно регулировать выносным регулятором прямо из салона. Как порезаны миды с серединами, сейчас покажу. Вот этот канал у нас выходит на миды с серединами. И здесь стоит срез 100 снизу. То есть у нас мидбасы не играют ниже 100. И 7 кГц сверху. То есть средние частотники доигрывают до 7 поверху. Порезано это все здесь на процессоре. А снизу средние частотники же подрезаны примерно вот здесь, где-то на слух. На 300, 400, 500, не знаю, если честно. Резал на слух. Ну, в этой аудиосистеме громкость не максимальную мы вытаскивали. Я их порезал пониже, чтобы они играли полосу пошире. То есть у нас вот получается вот она полная полоса миды середины идет здесь. Этот сигнал идет и на миды, и на середины. Середины порезаны снизу на усилители. Мидбасы порезаны снизу на процессоре. Сверху на усилителе, тоже LPF. Собственно, все. Если вы настраиваете Bittena, не забывайте делать Finalize. Вот это вот Finalize, не знаю, как правильно. Нажимать эту кнопку. И сохранять также настройки файл можно. Вот нажимать Save Setup, выбирать имя. Вот все, настройки сохранены. Вот она, готовая аудиосистема через процессор. Очень многие его боятся, но на самом деле, когда освоишь, ничего сложного тут в принципе нет. Нужно, главное, слышать. То есть тут многое настраивается на слух. Если вы слышите, что вам что-то не нравится, самое важное это понимать, что на процессоре убирать, что добавлять, чтобы то, что вам не нравится, вывести в правильное звучание. Слышь, вы задолбали работать, давайте музычку послушаем, Тигран. А ты мне не нужен, я сейчас сам включу, вы не шумите, главное. Что включить? Тут у нас качественная аудиосистема. Надо что, в Кока-Колу, значит, да? Я Кока-Колу включу. А надо завести, да? Да надо. Надо. А то сядет батарейка. Ни хрена себе, глянь, тут сразу завалило. Надо убавить. Вот так прям, слышишь? Вот это Уралы могут!
Если вы еще не написали, что за пердеж, а самое время. Что делаешь? Тебе музыка не мешает? Не, вообще. Громко играет? Да, офигенно. Нормально. Это вы проход делаете в салон? Да, вот такой. Что, нормально играет, да? Здесь далеко не Лондон, Лондон далеко. Я не пунктуален, спонтан, палец над курком. Как всегда дым под потолком, завсегда ты тихом. Нам очень пиздато, брат, среди вата катакомб. Надо чуйку поднять, тогда будет на микрофоне. Говорить что-нибудь. Раз. Только тапочки не снимай, хорошо? Раз. Вот эти тапочки не снимай. Раз. Тигран сегодня в парадной одежде. Да тут жарко просто очень. Зимой, в январе, видите, в шортах ходит. С-под капота начнем. Это вот новые обшивки от Тиграна. Это у нас новый стиль. Называется... пиздец называется. Вот эта четырка, смотрите, которая взорвала ВКонтакте. Каша. Она взорвала пока только Инстаграм, да? Ты уже выложил ее? И я выложил. Положили просто аккумуляторы и все, занизилось. Видите, как просто. Там вот это трахаются с пневмами. Кладете 2 D300 и все. Вот тоже обшивки. Да ты уже сделал, да, на четырку? Бля, красивые. Слышь, ты красавчик, Тигран. Ты научился, да, по-нормальному наконец-таки обшивки лепить? Я мне похуй, я скажу, что это ты делал. Да нормальные обшивки, а чего тебе не нравится? Раптором покрашенный, смотри. Короче, анонс четырки есть, анонс Нивы есть. Что это за Нива? Урбан? Урбан? Два аккумулятора сюда будем ставить, где-то 3 уся. Все, был внедорожник, а теперь опять будет эта музыкальная шкатулка, да? Шкатулка, да. Нива нормальная машина, тебе нравится? А? Я не могу работать в такой обстановке, одни армяне. А, ты русский, да? Наконец-таки у Тиграна работает кто-то русский, а то уже обвиняли в этом. Он не русский, нихуя он не русский. Сверху вниз. А то тебя уже за разжигание национальной родины. Нет, он точно не русский, да? Я не снимаю. Я пристреливаюсь. А теперь снимаю. Делайте красивые затылки. Ни хрена, это тут уси вот так сзади стоят.
Вот это огонь. Так, я ни разу не видел, Тигран. Подписывайтесь, следите. Смотрите, какая четырка злая. С такими обшивками четкими. Евро. Сочнее, мы погаем на районе точнее. В Жулебино, йоу, ЮВАО. Эй, йоу, йоу, а ты не расслоись, пацан.